Добрый день, с вами Ольга Канунникова, и сегодня я вам покажу, как делать вот такие кудряшки для человека на габардине. В данном случае вот эта моя картина, она еще в работе, как бы она только начало, и это все с чистого листа. Сама я рисовать не умею, но это можно сказать, что как бы первая моя работа, где я нарисовала вот лицо девочки. Лицо девочки, и здесь у меня уже наложено тропунта. Видите, оно еще не расправленное, оно еще требует определенной коррекции. Губки и глазки у меня выделены 3D гелем. Посмотрите, порой мне кажется, что прям у нее глаза очень живые. Она даже немножко как бы вот меня пугает, что как будто смотрит на меня. Интересный такой взгляд. Ну, в общем, короче, эту девочку я делаю пока. Вот у нее такие кудряшки, которые я просто сделала пока, вот часть. Здесь как бы здесь тоже будут, здесь вот кудряшки, здесь будет головка, здесь вот доделаны волосики и тоже будут вот лежать вот кудри. Это просто начало. Я решила все-таки показать, как я делаю такие кудряшки. В принципе, я не видела нигде, чтобы это было как мастер-классом, и поэтому хочу показать вам. Я так думаю, что, возможно, кому-то это пригодится, и кто-то возьмет себе эту идейку для себя. Итак, что нам нужно для изготовления вот таких красивых вот таких кудряшек? Для куклы, обычные куклы, либо куклы, которые вот, у нас на картине, мы будем пользоваться. Я вот выбрала спицы. В принципе, это может быть и карандаш. То есть нам нужно взять такую форму, на которую мы будем накручивать наши кудри, и желательно именно такого взять диаметра, который вам необходим. В данном случае вот мне подойдут спицы толщиной 5,5 мм, то есть я беру одну спицу, и это мне вполне хватит. Буду использовать вот такую ленту. Обычная лента шириной 12 мм, вот такая вот коричневая, из нее я делала вот такие кудрявые волосы. Из них я сделала распущенную ленту. Как распущенная лента, вот она так выглядит, вот полноценные прямые волосы. Сейчас я вам покажу, как делают распущенную ленту. Вот на примере вот такой узенькой шириной 6 мм беленькой. То есть смотрите, здесь лента с разных сторон она может распускаться, ну, в смысле, с одной стороны и с другой стороны она не распускается. То есть распускается она как бы с одной стороны, со второй стороны ее тяжело распустить. Вот ищем, то есть обрезаем ленту и ищем тот край, с которым она распускается. Вот. И распускаем ее. У нас получается вот такая распущенная лента. Распускайте ее той длины, которой она вам нужна. И вот это вот не выкидывайте. Очень интересная вещь, которую можете потом использовать для картины, для придания объема, ну, как бы дополнительную травку. Вниз укладывать она очень хорошо и тонируется. Тонировку можно с нее делать. Ну, в общем, таким образом мы готовим вот такую ленту. Нужны нам длины. Вот она у меня заготовлена. Нам нужно еще немножко воды. И, в принципе, больше ничего не понадобится. Еще тоже только, может быть, ножницы, если там где-то что-то подправить. Итак, берем одну часть вот так, не очень толстые, такую полосочку, немножко смачиваем водой кусочек этот. Для чего мы смачиваем? Чтобы распрямить полностью все ниточки, мы смачиваем водичкой, подставляем к нашей специи. Здесь очень удобно вот держать. И прям немножко кончик вот так скрепляем тут и потихонечку накручиваем на спицу, так, чтобы виток лежал прям вот рядом с другим. Каждый новый виток, чтобы лежал рядом с другим витком. Здесь торопиться не надо. Делаем все аккуратно. Вот, смотрите, например, накрутили. Пусть у нас оно, видите, расстояние большое. Мы потом уже полностью тихонечко вот так сдвигаем. Вот, все. Вот у нас накручено. Все.
Если у вас лента начинает раскручиваться, можно взять вот такие резиночки маленькие, которые девчонки плетут. Там фенечки себе что-нибудь, вот такие. И можно кончик вот так вот как бы закрепить. Но в данном случае вот у меня они не распускаются, мне вполне хватит. Берем еще кусочек и делаем то же самое. Смачиваем, расправляем, подставляем рядышком. Немножко отступаем, чтобы знать, что вот это вот одна кудряшка, потом немножко как бы сантиметр-полтора отставляем, максимум 2, и закручиваем вторую кудряшку. То есть вот на одну спицу можно вполне сделать 4-5 кудряшек. Длину сами как бы выбирайте такую, какую вам надо. Вот. Вот вторая у меня. Делаем тут еще третью и четвертую сразу. Сейчас я вот их разделю прям на 2 части. Неважно, пусть какая-то часть у вас будет потолще, другая потоньше. И вот бывает так, что у нас, вот как у меня в данном случае, здесь вот запуталось немножко. Вот, ничего страшного, здесь распутать можно. Если даже не распутывается, можно взять какую-то часть, которая не распутывается, уж сильный такой узелок получается. Можно просто взять ножницами и подрезать лишнее. Сами так особо не раскручивайте ее. И вот вторую часть сразу намочу. Вот, чтобы она мне лежала. Вот, и теперь берем одну часть, отступаем где-то так 1,5-2 сантиметра и начинаем работать. Вот у нас третья уже, да? Первая, вторая, третья. Еще одну как раз вот третью. Третья кудряшка у нас пошла. Вот так. Вот мы все приготовили. Видите, здесь вот торчит, не хочет никак. Мы берем вот так резиночку и немножко ее садим на место. Все. Как бы скрепляем. Вот резиночка, остальное не требует скрепления. Теперь нам нужно взять нашу спицу и положить в микроволновку. Вот, на самую большую, у меня тут 700, на 700, и где-то минуты на 2 мы кладем в микроволновку. После этого вытаскиваем и продолжаем работу. Наша спица, которая пролежала ровно 2 минуты в микроволновке. И таким образом она у нас выглядит. Смотрите, а вот эта резиночка, она у меня просто порвалась, видите? Но зато здесь вот как бы скрепленное все. Вот. Это так бывает всегда. То есть она от нагревания рвется, но тем не менее вот сама кудряшка не раскручивается. То есть она все равно свою роль как бы сыграла. Все, мы ее выкидываем. Теперь нам нужно раскрутить полностью, все снять наши кудри. Вот одна кудряшка, вторая. Если вам нужны именно вот такие вот тугие кудри, смотрите, они у нас уже готовы. Уж очень я закрутила сильно. Сейчас я ее попытаюсь вытащить. Вот, все. Вот это наша первая кудряшка. Она у нас что-то в одном месте не очень. Вот. Смотрите, какие интересные кудряшки. Сейчас я немножко их увеличила. Все. Вот, смотрите. Вот так выглядят наши кудряшки. Теперь нам нужно просто их распушить. Если мы не хотим вот чисто вот так вот использовать их, в принципе, вот, допустим, вот в этой же работе, да, сейчас я, подождите, покажу мою девочку. Вот. В принципе, можно и использовать несколько вот таких вот, положить вот кудряшек, чисто вот как бы не распущенных, да. Посмотрите, тоже красиво смотрится. Вот. Но здесь у меня как бы совсем немножко другая задумка. Мне надо, чтобы волосы были такие вот пушистые. Поэтому вот что я делаю. Я просто беру и вот так вот немножко растягиваю
Вот, отступаю чуть-чуть. И еще чуть-чуть вот так ее пытаюсь разделить. Понятное дело, она не разделится у вас, но, по крайней мере, она сделается намного пушистее, и нам не надо совсем ее как бы разделять. Не надо расчесывать, ничего здесь. Надо здесь просто сделать, чтобы получился объем. Вот. Вот, посмотрите. Вот такая объемная кудряшка у меня получилась. Сейчас я ее положу, и вы увидите. Вот. Видите? Вот так. Ее, в принципе, можно отрезать и кусочками накладывать здесь, сделать, вот вообще ее сделать вот такой очень-очень кудрявой девочкой. Вот. То же самое со всеми остальными. И все, здесь ничего сложного нет. Вот, просто берем и раздваиваем ее. Расслаиваем. С другого конца, отступая несколько сантиметров. То есть вот здесь вот вообще вот прям она идеально расслаивается. Вот сюда ее, допустим, вот как-то вот так можно положить. Но опять же, это как бы делаем и вот, например, вот так. Ну и еще осталась одна, даже две кудряшки. Вот это вот у меня меньше всего накрутилось. Не знаю почему, но как бы так получилось. Но тем не менее, она тоже вполне приемлемая. Ее можно вдвое свернуть. Вот так. Тоже куда-нибудь уложить. Вот сюда наверх, например. Или вот так вокруг головы. Опять это, в принципе, вот как у вас задумано. У меня задумана именно вот такая мордашка, такая кудряшка. Еще у меня тут будут цветы. У нее еще шейка, тоже тропунта надо сделать. Посмотрю, может красивый какой-нибудь воротничок я еще сделаю. Посмотрю. И вокруг нее должны быть как бы цветочки. Я вот тут у головы сделаю цветы внизу цветочки должны быть. Тут все делается в работе, как бы задумка одна, а потом уже в процессе работы появляются новые какие-то идеи, поэтому сразу вот нельзя сказать, что именно будет. Вот, последняя кудряшка готова, ну, куда-нибудь я ее вот сюда. У меня еще распущенной ленты много, то есть как бы тут еще можно положить очень-очень много. Можно сделать длиннее. То есть одну, вот, смотрите, допустим, одну берем и ниже кладем. И у нас уже как бы длина волос увеличивается. Вот так. Здесь эту кудряшку можно вытянуть, положить вот сюда. Вот, сейчас я теперь немножко уменьшу и покажу, что у нас уже получается. Вот примерно вот так. Таким образом вот делаются вот такие кудри из распущенной обычной ленты. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канюникова.